Смарт-часы, которые выполнены из нержавеющей стали 316L, могут использоваться на глубине до 30 метров под водой, оснащены AMOLED-экраном с технологией Always On Display и пиковой яркостью 1000 нит. Также они имеют режим использования при низких температурах, распознавание силовых упражнений, мощный и точный двухдиапазонный GPS и время автономной работы до 20 дней без подзарядки. И это только малая часть того, что нам обещает производитель в рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Amazfit T-Rex Ultra. И как на самом деле дела обстоят у конкретно этой модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Упаковка стандартная для Amazfit. На ней есть название, изображение и краткие характеристики модели. Пакинг хороший, все пришло в целости и сохранности. В комплекте мы имеем карточку с QR-кодом для скачивания приложения, магнитное зарядное устройство с 2 пинами и довольно длинным кабелем, краткое руководство и сами смарт-часы. Весят они 88,5 грамма, что немало. Габариты устройства 50,9 на 53,7 на 15,7 мм. Ремешок на 22 мм. Все штатно. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте, кстати, подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Они все очень полезные. Зайдите, увидите. Сейчас тем более еще и сейл идет. Притом как на Яндекс.Маркете, так и на Али. Выбирайте. Быстро или дешево. Поставляется данная модель в черной песочной расцветке. Внешние часы выглядят внушительно, в целом как и T-Rex 2. К слову, на них обзор у меня тоже был на канале. Дизайн лично мне понравился, все эти мелкие детали, как, к примеру, оформленные кнопки, места крепления ремешка и подобное, делает эти часы интересными в плане дизайна. Тыльная часть корпуса кнопки выполнена из нержавеющей стали, средняя рама из полимерного сплава, ремешок силиконовый, как я уже говорил, шириной 22 мм, но не быстросъемная, а с фирменным креплением к смарт-часам. Но использовать другие ремешки с шириной в 22 мм также можно. Охват запястья от 140 до 205 мм, о больших людях они тоже, как вы видите, подумали. Застежка классическая, выполнена из металла. Сборка, как и качество материалов, отличная. Смотрятся они на руке хорошо, но по большей части, разумеется, на мужской. Для женской они будут слегка великоваты. При носке они, разумеется, ощущаются, но в целом я привык к ним за неделю и дискомфорт не ощущал. Ни от самих часов, ни от ремешка. В принципе, как и к яблочным ультрам. Правда, к Apple Watch Ultra я привыкал месяц. Ремешок не натирает и запястье под ремешком не потеет. Спать в часах можно, но не сказал бы, что совсем удобно. На корпусе с тыльной части расположили 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту биометрический датчик BioTracker с поддержкой измерения уровня кислорода в крови, акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, барометрический высотомер и датчик внешнего освещения. T-Rex Ultra могут круглосуточно мониторить сердцебиение с периодичностью 1, 5, 10 и 30 минут. Уровень кислорода в крови измеряется автоматически в состоянии покоя, а уровень стресса каждые 5 минут. Вручную, разумеется, можно измерить все показатели. А также есть измерение одним нажатием, что очень удобно. Пульс воздуха, как и кислород в крови, не нащупывают. На руке показатели отображаются корректно, погрешность есть, но очень минимальная. Мониторинг сна отличный. Часы мониторят фазы сна, дневной сон и качество дыхания во время сна. Система оценки здоровья PAI, дыхательные тренировки, активность, женское здоровье также на борту, как и различные напоминания, к примеру, напоминания о разминке. Весь мониторинг здоровья можно настроить в приложении или в самих смарт-часах, что удобно. Далее, динамика и микрофона нет за что минус, но за металлической скобой можно увидеть зуммер. На корпусе есть 4 механические кнопки, такие как Select, Back, Up и Down. Чтобы перейти к тренировкам с главного экрана, достаточно нажать на кнопку Select. Перемещаться по интерфейсу, используя кнопки, довольно удобно. В настройках можно переназначить действие на любой из представленных, что хорошо. Летим дальше. С фронтальной части нас встречает AMOLED-экран на 1,39 дюйма с разрешением 454 на 454 точки. Дисплей покрыт закаленным стеклом, но не сапфировым. Советую прикупить защитную пленку на экран, так как со временем однозначно появятся царапины. Но это, конечно, за такие деньги не поставить сапфир. Shame on you, Amazfit. Позор на них. Рамка у экрана есть, но минимальная. Безель металлический, экран утоплен. Интерфейс доступен на русском языке, перевод довольно неплохой, как и шрифт. Но некоторые надписи не помещаются полностью на экране, поэтому их анимировали как бегущую строку, и это не всегда удобно. Плотность пикселей 326 ppi, цветопередача отличная, картинка четкая, без различных артефактов или неправильного отображения цветов. Скроллинг плавный, перемещаться по интерфейсу удобно. Пиковая яркость 1000 нит. При прямом попадании света на экран яркости хватает и бликов по минимуму. Пользоваться смарт-часами комфортно даже в солнечный день. Яркость регулируется ползунком, автояркость на борту, работает она хорошо. Время до отключения экрана максимум
максимум 30 секунд. Функция включенный экран максимум до 20 минут, что стандартно. Также есть полноценный Always On дисплей. Работает он в автоматическом режиме весь день или по расписанию. На борту имеется 6 предустановленных стилей Always On дисплей, а также можно установить циферблаты, которые имеют свой стиль AODA. При поднятии руки экран загорается практически моментально. Настроить скорость отклика и время работы возможности есть. Из полезного здесь активация экрана при уведомлении или во время тренировки. Функция для выключения экрана накрытием ладонью отрабатывает здесь хорошо, как и включение экрана тапом. Далее циферблатов более чем достаточно. В магазине есть анимированные циферблаты, также есть персонализированные циферблаты. Циферблаты, через которые можно переходить к определенным приложениям. Хорошо, что MSFit это уже освоили, не только в этих часах. Циферблаты мини-игры и любую фотографию установить на заставку, разумеется, можно. А для меню есть 3 стиля отображения. Далее, с главного экрана по свайпам нам доступно слева направо уведомления, сверху вниз это панель быстрого доступа, которую можно настроить под себя, что удобно, как и в целом и все в данных смарт-часах. Также в ней находится настройка интенсивности зумера, фонарик, регулировка яркости, режим театра, блокировка экрана и другие полезные функции. Свайп снизу вверх, карточки быстрого доступа, которые довольно удобные. Свайп справа налево меню. В нем есть пай, тренировки, журнал тренировок, тренер ZAP. Чтобы использовать эту функцию, необходимо в приложении создать план тренировок. Далее есть статус тренировок, к примеру, анализ VO2 Max после тренировки, время восстановления и нагрузка. Измерение пульса, измерение кислорода в крови, измерение одним касанием, мониторинг уровня стресса, мониторинг сна, активность компас, барометрический высотомер с давлением воздуха, погода с подробной информацией, VIP-карточки участников, можно даже завести визитную карточку. К примеру, QR-код вашей соцсети. Плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загрузить треки на часы возможность есть, за что плюс, но слушать ее можно только через Bluetooth аудиоустройство. Будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, и календарь с событиями. Перейдя во вкладку «Больше», можно увидеть солнце и луна, история менструации, дыхательные тренировки, секундомер и таймер, которые могут работать в фоновом режиме. Поиск телефона, мировое время, список дел, заводной таймер, тот же Pomodoro Tracker и удаленная фотосъемка, которая, к сожалению, лично у меня почему-то не работает, хоть и в приложении данную функцию активировал. В настройках помимо ранее перечисленного есть анализ и настройка расхода заряда аккумулятора, сохраненная карта, настройка режима «Не беспокоить», режим сна, включение режима экономии энергии или режима часов, блокировка смарт-часов, настройка функции утренние новости и включение автоматического режима низкой температуры для использования смарт-часов при низких температурах. Настройка звука, работа зумера и вибрации, вибромотор здесь линейный, тактильно приятный и довольно мощный. Летим дальше. Операционная система здесь ZAP OS. ПО изредка подтормаживает. После обновления, которое прилетело сразу же после подключения смарт-часов к приложению, выделенной внутренней памяти было доступно 2,44 гигабайта. Bluetooth версии 5.0, непонятно, что он здесь делает, но вот так. Напоминаю, что везде пихают уже 5.3. Связь со смартфоном держит они стабильно, подключить нагрудный датчик или различные другие спортивные аксессуары возможность есть, как и подключить наушники или Bluetooth-колонку. Wi-Fi поддерживается на 2,4 ГГц, тренировок на борту более чем достаточно, плавательные, разумеется, на борту. К слову, данная модель оснащена датчиком температуры часов, но результаты измерения отображаются только в некоторых тренировках, к примеру, плавание на открытом пространстве. Далее есть автоопределение 8 видов активности, чувствительность для автоопределения настроить можно. Интеллектуальное распознавание также может распознавать 25 силовых тренировок, GPS-навигация на борту с 6-спутниковой системой позиционирования. Настроить GPS можно, как и загружать маршруты с оффлайн-картой на сами смарт-часы для использования навигации. Определение местоположения в городских условиях довольно быстрое, карты строятся хорошо, отклонение от маршрута минимальное. Возврат к начальной точке по прямой есть, для тренировок есть умный запуск, настройка цели, автопауза, для бега виртуальный пейсер и автокруг. Настроек, как вы понимаете, более чем достаточно. Во время тренировки можно пользоваться плеером, что удобно. Разговаривать со смарт-часов возможности нет, только сбросить вызов, включить беззвучный режим или отвечать заготовками. Уведомления приходят практически моментально, длинный текст просмотреть нельзя. Смайлики отображаются, как и иконки приложений. Фото, картинки и так далее не отображаются. Ответить на сообщения можно, но только смайлами или быстрыми заготовками, что тоже неплохо. Но клавиатуры нет. Емкость аккумулятора 500 мАч, полный цикл зарядки занял у меня 2 часа. С включенным всем функционалом и интенсивным использованием, но без включенного AODA, за двое суток ушло 30% заряда, а 100% хватило на 5,5 дней, что очень хороший результат. MSFit T-Rex 2 имеют водонепроницаемость 10 атмосфер и стандарт прочности MIL STD 810G. За время моего использования вода, которая на них попадала, никак на них не повлияла. Также для примера для вас я окунул их в емкость с водой, все с ними хорошо. Плавать на них можно без проблем. Ко всему они имеют 2 сертификата подтверждений, что
что данное устройство можно использовать для дайвинга до 30 метров, то есть в соленой воде плаваем, проблем не должно быть. MSFit T-Rex 2 работает в паре с приложением ZEP. В приложении можно отслеживать все показатели вашего здоровья или перейти к тренировкам. Сами настройки практически идентичны настройкам на самих часах. Также в нем можно загрузить музыку на смарт-часы, загрузить карту, воспользоваться магазином приложений. К примеру, можно установить контроллер для камер GoPro, калькулятор, карты для навигации, приложение для тренировки задержки дыхания, игры и еще небольшое количество приложений. Делиться с другими сервисами результатами тренировок и тому подобному возможность есть, но это все дело не работает у большинства. У меня тоже. Минусы: нет микрофона, нет динамика, нет функции Bluetooth звонков, нет умного будильника и, я считаю, цена. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на канал, оставить комментарий, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, знайте, вы помогаете проекту. За просмотр тоже отдельное спасибо. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там только полезные вещи. Резюмируя, MSFit T-Rex Ultra — хорошие смарт-часы с обширным функционалом, большим количеством настроек, великолепным дизайном, корректным мониторингом здоровья, прочными и качественными материалами. Как относительно бюджетный вариант для занятий экстремальными видами спорта, наверное, данная модель хороший выбор. Но опять же, по моему мнению, только для экстремальщиков, потому что остальным переплачивать такие деньги стоит или нет — большой вопрос. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.